Всем привет! В этом видеоуроке я покажу, как связать вот такую крутую сумку-шопер. Чтобы ее связать, нам понадобится 2 мотка трикотажной пряжи. Вот для такого размера, как у меня сумка, у меня ушел один моток и еще немного от второго. В принципе, если вы будете вязать сумку меньшего размера, то вам достаточно будет одного мотка. Но если вы хотите большой шопер, то запаситесь 2 мотками. Пряжа книтка у меня 100-110 метров. Цвет мята меланж. Очень красивый цвет. Еще нам понадобится крючок номер 8. Можно взять 9-й крючок, чтобы сумочка была еще мягче, еще воздушнее. И маленький крючок, крючок поменьше, для того, чтобы прятать кончики. Также нам понадобятся маркеры. Можно использовать такие, можно, в принципе, воспользоваться контрастной нитью. Вот и все. Начнем вязать. Сумочка эта вяжется по кругу. Будем ее вязать по спирали столбиками без накида. Так как это будут столбики без накида, значит мы в кольцо амигуруми должны будем набрать 6 петель. Делаем кольцо амигуруми. Ниточку кладем, оборачиваем и перекрещиваем. Заводим крючок, захватываем нитку. Получается петелька. И в эту петельку провязываем первую петлю. Немножко затягиваем. Вот в это кольцо мы будем провязывать сейчас 6 столбиков без накида. То есть как бы его обвязываем, это колечко. Заводим крючок, вытягиваем нитку и провязываем. Это первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Теперь потянем за эту ниточку и стянем наше колечко немножко. Вязать мы будем по спирали, поэтому начинаем сразу вязать второй ряд. Во втором ряду мы начинаем делать прибавки в каждую петельку. Вот у нас их 6. Мы будем провязывать по 2 столбика без накида. Вязать мы будем вот за эти верхние петельки у косичек, для того, чтобы у нас получился нужный нам узор у сумки. То есть начинаем сразу, вводим крючок, вытягиваем нитку и провязываем первый столбик. Сюда же провязываем второй. Сейчас нам понадобится маркер для того, чтобы обозначить нашу первую петлю. Вот она у нас была, мы ее обозначаем маркером. И продолжаем вязать в каждую последующую петельку по 2 столбика без накида. То есть в этом ряду у нас получится уже 12 столбиков. Мы провязали, снимаем маркер и начинаем следующий ряд.
В следующем ряду мы будем чередовать прибавку, потом одиночную петлю, прибавку, одиночную петлю. То есть как бы через один. Начинаем с прибавки. Провязываем одну, вешаем маркер на первую петельку этого ряда. И сюда же провязываем вторую петельку. Дальше у нас идет одна петля. Следующую 2 петли. Дальше снова одна петля, 2 петли, снова одна петля, 2, одна, 2, одна, 2, одна, и мы закончили ряд. Убираем маркер и начнем следующий ряд. Старайтесь вязать не туго. Эта сумочка шопер, она как авоська. Вся ее прелесть вот в этом узоре, в том, что она такая свободная, летняя, очень красивая. Итак, начинаем вязать следующий ряд. В следующем ряду мы будем уже чередовать прибавки с 2 одиночными петельками. Еще один момент. Старайтесь делать прибавки не друг над другом, для того, чтобы у вас получался ровный круг. Если делать прибавки друг над другом, то будет получаться у нас углы. Шестиугольник или пятиугольник. Ну, в этом случае шестиугольник, так как у нас в каждом ряду прибавляется по 6 петель. Итак, здесь у нас была прибавка была, значит, сюда мы провяжем сначала 2 одиночные петельки. Одна, вешаем маркер, не забываем, на начало ряда. Вторая. Сюда делаем прибавку. Снова одна одиночная, вторая одиночная. Сюда прибавку. Дальше снова 2 одиночные петельки и прибавка. Две одиночные, прибавка. И так до конца ряда. В следующем ряду мы будем чередовать прибавку и 3 одиночные петли. Снимаем маркер, вяжем сюда прибавку, не забываем про маркер, 3 одиночные, 1, 2, 3. Сюда снова прибавку. Три одиночные петельки. Снова прибавку. Три одиночные. Прибавку.
3 одиночные. Так, до конца этого ряда. В следующем ряду, как вы, наверное, уже догадались, мы будем чередовать прибавки с 4 петельками. Здесь мы делали прибавку, поэтому начнем с 2 одиночных петель. Как бы разделим эти 4 одиночные петельки на 2. На 2. 1. Вешаем маркер. 2. Теперь свяжем прибавку. И 4 одиночных петельки. Снова прибавку. Четыре одиночных. Снова прибавку. Четыре одиночных. Таким образом довязываем этот ряд. В следующем ряду мы будем делать уже 5 одиночных петель между прибавками. Сначала провяжем прибавку. Повесим маркер на первую петельку прибавки. Отметим начало ряда. И вяжем 5 одиночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. Снова 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. 5 одиночных. Снова прибавка. Пять одиночных. Довязываем ряд до конца. Вяжем следующий ряд. Здесь будем вязать прибавка через 6 одиночных петель. Начинаем с 3 одиночных петель. 1, вешаем на нее маркер, 2, 3, делаем прибавку, вяжем 6 одиночных петель.
Делаем прибавку. И снова 6 одиночных петель. Прибавка. И дальше довязываем ряд. Вот у нас образуется уже такое донышко у сумки, кругленькое. Я провязала 7 рядов с прибавками, и дальше начинаю вязать уже тело сумки, все ряды без прибавок. Просто буду вязать по кругу. Примерно еще 10-12 рядов, в зависимости от того, какой величины сумку вы хотите. Вяжем по кругу до того момента, как будем вязать ручки. Не забываем каждый раз маркером отмечать первую петлю в ряду. Все, встретимся с вами, когда начнем вязать ручки. Итак, я провязала еще 14 рядов. В общей сложности вместе с рядами с прибавками у меня получилось 21 ряд. И у меня закончилась нитка. Сейчас я буду вводить нитку из нового мотка. И провяжу, наверное, еще один ряд до ручек. Вешаем маркер. Так. Берем новую нитку. Оставляем хвостик. Его мы будем ввязывать. Вводим крючок. Захватываем новую нитку. Протягиваем. И уже вяжем новой ниткой. Делаем петельку. Вот так. Эти две ниточки, два хвостика, которые у нас остались, мы их будем вот сюда прятать. Просто продолжаем вязать, оставляя хвостики сзади. Свяжу еще один ряд и перейдем к вязанию ручек. Для того, чтобы связать ручки, нам нужно сначала отметить примерно, где они будут находиться. Для этого нам понадобятся маркеры. На ручке мы оставим по 11 петель. Между ними должно быть 9. Поставим примерно маркеры и посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ровно. И начинаем вязать.
Доходим до маркера, провязываем в него петельку, и сейчас мы будем набирать воздушные петли на ручке. Я буду набирать 11 воздушных петель. Если вы хотите совсем короткие ручки, набирайте 9. Если хотите длинные, соответственно, набирайте больше воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И эту косичку прикрепляем вот к этой петельке, где у нас стоит маркер. Просто так же столбиком без накида провязываем. Маркер снимаем. Проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все правильно. Сейчас провяжем немного и поставим следующие маркеры для следующей ручки, для второй ручки. Так. Смотрим. Попробуем поставить сюда и сюда. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нужно передвинуть. 9. Еще раз посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот. То есть между маркерами у нас 9 петелек. Снова вяжем до маркера. Провязываем в петлю с маркером и набираем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Прикрепляем нашу будущую ручку к петельке с маркером, столбиком без накида. Маркер убираем, они нам больше не понадобятся. И вяжем дальше. Довязываем наш ряд. Вот мы дошли до ручки. И теперь будем провязывать столбики без накида прямо вот в эти косички ручки. Но захватывать мы будем не только вот эту верхнюю петельку, но и вот эту вот перемычку. То есть крючок у нас должен выходить вот здесь, внизу, под перемычками. Точно так же, как мы вязали всю сумку, мы вяжем ручку столбиками без накида.
И дальше вяжем, как обычно. Доходим до ручки. И так же, как первую, начинаем провязывать в серединку косички под задней перемычкой. И заканчиваем наш ряд. Это последний ряд будет у нашей сумки. Все. Сейчас мы будем красиво заканчивать нашу сумочку. Чтобы красиво и незаметно закончить наше вязание, мы сделаем так. Снимаем маркер, провязываем 2 полустолбика, то есть просто вводим крючок, захватываем нитку и сразу же протягиваем ее через петлю на крючке. И еще один полустолбик. Захватываем нитку и сразу же протягиваем через петельку на крючке. Теперь нитку обрежем. И будем прятать ее. Вытягиваем петельку, берем крючок потоньше и сейчас нам нужно здесь как бы сделать вот такую петлю. Для этого мы вводим крючок вот в следующую петельку под обе косички, захватываем нашу нитку, вытягиваем ее наизнанку. Теперь вот так вот приложим, и будет видно, куда она у нас должна войти. Вводим крючок вот в эту петельку, эту нитку захватываем сюда и вытягиваем наизнанку. И вот у нас получилась такая косичка, продолжение. Эту ниточку мы спрячем. На изнанке. Для пущей надежности можно ее пришить. Но, в принципе, достаточно будет и хорошенько ее спрятать. Главное, ее прятать нужно не по прямой линии, а в разных направлениях. Тогда она достаточно крепко будет держаться. Здесь этот переход немножко поправим. Он достаточно получается незаметный. Пряжа эластичная. Вот у нас получилась такая крутая сумка шопер. Сейчас скажу еще раз все размеры. В ширину она у меня получилась 28 сантиметров и в высоту 30. Еще раз повторю. Я вязала 7 рядов с прибавками и 15 без прибавок до ручек. Еще получается 2 ряда у нас остается на ручке. Вяжите на радость себе и своим близким. Всем пока!